Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. В этом видео я вам покажу идеальный способ набора петель крючком. Эти три образца я связала, выполняя начальный ряд, набор петель тремя разными способами. И вот третий способ, на мой взгляд, самый лучший. Я много лет увлекаюсь вязанием крючком, но этот способ узнала только недавно. Вот действительно, век живи и век учись. Первый образец я набирала обычную цепочку воздушных петель. Это, в принципе, распространенное начало вязания, но у него есть у данного способа несколько минусов. Во-первых, вот начальный ряд, выполненный цепочкой воздушных петель, практически не растягивается, поэтому часто начальный ряд бывает стянут, и при этом он тонкий, может так подзакручиваться и деформироваться. Второй способ я набирала последовательно столбиками с одним накидом. Тоже очень популярный способ. При этом начальный ряд получается очень эластичный. Смотрите, он очень сильно растягивается, и из-за этого получается даже деформируется и теряет форму. Есть плюсы и минусы. И третий способ, он самый лучший. Он растягивается, но немного. При этом он имеет небольшое утолщение, очень аккуратный и хорошо держит форму. Вот смотрите, три разных способа набора петель и даже разная плотность вязания получается. Итак, первый способ цепочкой воздушных петель набирала, когда мы делаем на крючке начальную петлю и набираем воздушные петли до нужного количества или на нужную длину. Это цепочка воздушных петель. Второй способ, вот этот, который хорошо, сильно, даже я бы сказала, сильно растягивается. Так, делаем начальную петлю на крючок. Далее набираю 3 воздушные петли. После делаю накид, ввожу крючок в первую петельку, вытягиваю петлю на крючок, а затем провязываю как столбик с одним накидом. Вновь делаю на крючок накид, далее ввожу крючок вот в основание предыдущего столбика, вытягиваю петлю на крючок и затем провязываю столбик с одним накидом. Таким образом, поочередно мы набираем начальный ряд столбиков. То есть при таком способе мы провязываем и первый ряд, и делаем как набор петель. И ряд получается очень эластичный, но в то же время он легко деформируется и теряет форму. Третий способ. Показываю третий лучший способ для набора петель крючком. Вначале необходимо оставить длинный отрезок нити и делаем начальную петлю на крючке. Далее начинаем набирать петли. Смотрите, нужно перевернуть петельку начальную так, чтобы кончик нити был расположен ближе к вам. И вначале накидываем кончик нити на крючок, делаем как накид, подхватываем крючком рабочую нить и провязываем 2 петли с крючка. Повторяем эти действия. Накидываем отрезок нити на крючок, подхватываем крючком рабочую нить от клубка и провязываем 2 петли. И повторяем эти действия столько раз, сколько вам нужно набрать петель. И смотрите, у вас образуется вот такой, как утолщенная цепочка воздушных петель, похожая на шнурок. Таким образом набираем начальную цепочку, начальный ряд до нужной длины. Как вы видите, набираются петли легко и быстро.
получается вот такая ровная косичка с утолщением. И далее по этой косичке начинаем вязать первый ряд. Я здесь вязала образцы столбиками с одним накидом. В начале ряда делаю 3 воздушные петли. Первый ряд будет идти по изнанке. Ввожу крючок в 2 полупетельки и провязываю первый столбик. И далее вяжу из каждой петельки начального ряда столбик с одним накидом. Обратите внимание, что стороны начального ряда отличаются. Здесь вот идут ровные переплетения нити, это лицевая сторона, и здесь изнаночная сторона. Дорогие друзья, я надеюсь, вам был полезен этот материал. Вы обязательно используете этот способ вязания своих вещей. Не забудьте подписаться и поставить лайк. Спасибо за внимание.